Всем привет, друзья, с вами Оля. Я давно слышала об этом десерте. Это настоящее творожное чудо, которое несложно приготовить. Получается невероятно вкусно, и данный десерт заменит даже торт. От всей души советую попробовать. Ссылки на источник не будет, рецепт сборный. Готовлю впервые и делюсь результатом с вами. Все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала 150 грамм светлого изюма на 5-7 минут заливаем кипятком, чтобы изюм набух. Можно залить просто горячей водой. У меня вода из чайника, который только закипел. По желанию 50 грамм изюма можно заменить вяленой или сушеной вишней, либо даже клюквой. Продукты перемешиваем и ненадолго откладываем. Далее нам понадобится 700 грамм творога. Для этого рецепта лучше подходит жирный домашний творог, но безусловно можно использовать покупной творог жирностью 5 или 9%. Главное, чтобы он не был сухим и резиновым. Подходит как зернистый, так и пастообразный творог. Добавляем к нему 100-150 грамм сахара по вкусу. Это 4-6 столовых ложек с горкой и щепотку соли для баланса вкусов. Далее на мелкой терке натираем цедру одного лимона или одного апельсина. Натираем только верхнюю желтую или оранжевую часть, поскольку белая горчит. Я добавляю цедру лимона. Если вы не любите цитрусовые, тогда добавьте щепотку ванилина или 1-2 чайные ложки ванильного сахара. По желанию можно добавить и щепотку ванилина, и цедру лимона, либо апельсина. Получится еще более ароматно. Далее добавляем 4 яйца любого размера. Затем 100 грамм сметаны жирностью 15-25%. Чем жирнее продукты мы используем, тем получится вкуснее. 100 грамм сливочного масла, у меня жирностью 82,5%, растапливаем в сотейнике на плите или в микроволновке. Масло должно быть теплым, не горячим. Ненадолго его откладываю, чтобы масло подостыло, поскольку все остальные продукты у меня из холодильника. Пока масло остывает, с изюма сливаем воду. Где есть веточки, убираем их. Просушиваем изюм салфетками или кухонным полотенцем. С общего количества кукурузного крахмала 1 чайную ложку добавляем в изюм и перемешиваем. Благодаря такой манипуляции изюм равномерно распределится в общей массе десерта. Вливаем остывшее сливочное масло. Последним добавляем 30 грамм кукурузного крахмала. Это 2 столовые ложки с горкой. Как вы помните, 1 чайную ложку с общего количества я добавила в изюм. Продукты перебиваем погружным или стационарным блендером до максимально однородной гладкой консистенции без крупинок. Вместо кукурузного крахмала можно добавить такое же количество манки, но нужно будет дать ей набухнуть. Также можно заменить кукурузный крахмал в крайнем случае на картофельный, но его добавляем поменьше, примерно 20-25 грамм, поскольку он крепче по силе. Кроме этого, я видела, что заменяют кукурузный крахмал на рисовую муку. Можно и так попробовать. Вкуснее всего этот десерт с кукурузным крахмалом или с манкой. Остальные продукты используем как альтернативу. Добавляем к ней изюм и перемешиваем лопаткой. Вот такая гладкая, не густая консистенция творожной массы у меня получилась. Прямоугольную форму размером 25 на 11 см и высотой 7 см застилаем антипригарным пергаментом. Если вы, как и я, любите творожные десерты, переходите в мой телеграм-канал. Я часто их готовлю. Ссылка в описании под видео. Выливаем в нее творожную массу, разравниваем. Можно несколько раз постучать об стол, чтобы убрать лишний воздух. Уточню, пергамент я использовала силиконизированный, к нему ничего не прилипает. Выпекаем десерт в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 50-60 минут до пружинистой консистенции. Если в процессе выпечки верхушка сильно зарумянилась, последние 20-15 минут накрываем ее фольгой и допекаем. Вот как выглядит творожный десерт после выпечки. Он хорошо поднялся, особенно по краям. Готовность десерта определяем визуально, а также пальчиком. Десерт должен пружинить по краям и в середине. Это значит, что все хорошо пропеклось.
Прямо в форме оставляем десерт полностью остыть. В процессе остывания десерт опадет. Это нормально, не волнуйтесь. У меня ушло несколько часов, пока десерт остыл до комнатной температуры. Затем накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник для стабилизации минимум на 1-2 часа. Удобно приготовить этот десерт накануне вечером. Затем поставить его на ночь в холодильник. Последний приготовим мягкую глазурь на сметане. В сотейник или кастрюлю с толстым дном высыпаем 125 грамм сахара. Это 5 столовых ложек с горкой. Добавляем 25 грамм какао. Это 1,5 столовой ложки с горкой. Если какао скомковалось, его необходимо просеять через сито. Перемешиваем какао и сахар. Добавляем 150 грамм сметаны. Лучше, чтобы сметана была жирностью от 20%. Продукты перемешиваем. Вкус и цвет глазури зависит от качества какао. Варим глазурь на нагреве ниже среднего, чтобы ничего не подгорело. Если у вас нету сотейника с толстым дном, можете приготовить эту глазурь на водяной бане. На ее приготовление уходит примерно 4-5 минут. Когда масса стала темной, более жидкой и полностью растворился сахар, можно выключать нагрев. До кипения глазурь не доводим. В конце добавляем 50 грамм сливочного масла. Перемешиваем до объединения продуктов. По желанию глазурь можно процедить через сито, если остались комочки. Я это сделала на всякий случай, можно не повторять. Даем глазури буквально 5-10 минут подостыть до температуры 40 градусов. Тем временем достаем творожный десерт из холодильника. Кстати, пергамент немного прилип к форме, поэтому лопаткой я прошлась по краям десерта. Вы смотрите, как у вас получается. Накрываем форму тарелкой, переворачиваем и удаляем пергамент. Вот такой золотистый красавчик у нас получился. Сверху и по бокам покрываем его глазурью. Ее много, она довольно густенькая и делать это удобно. Я просто размазала глазурь шпателем. Чтобы верхушка была более аккуратной, постучите об стол. Если не хотите готовить глазурь, тогда 200 грамм шоколада, молочного или темного, можно даже смесь, растапливаем в микроволновке вместе с 40 граммами сливочного масла. Или в конце добавляете вместо сливочного масла 20 грамм растительного масла. Получится вкусная глазурь из шоколада. Она будет более твердая и подороже по цене. На мой взгляд, для этого десерта лучше приготовить шоколадную помадку на сметане. Вот как выглядит десерт с глазурью. В таком виде ставим его на 1 час в холодильник, чтобы глазурь застыла. Ну что, друзья, в итоге у нас получился очень аппетитный львовский сырник. Он большой, весом 1 кг 780 грамм, то есть порция хорошая. Чтобы сырник аккуратно разрезать на порционные кусочки, сначала надрезаем глазурь, вытираем нож, а затем в надрез вставляем нож и прорезаем полностью. Таким образом глазурь не размазывается по поверхности кусочка. В разрезе мы видим большое количество изюма и нежную однородную структуру творожного десерта. Этот сырник удобно нарезать на небольшие тоненькие кусочки. Он очень хорошо держит форму. Глазурь прекрасно нарезается и не тянется за ножом. Давайте попробуем, что же у нас получилось. Сразу же скажу, это невероятно вкусно. Если вы любите творожные десерты, тогда львовский сырник вам точно понравится. Творожная основа нежная, сливочная, чувствуется лимонная нотка. Глазурь сверху идеально подходит. Она мягкая, такая же нежная по консистенции, как и сам десерт. У меня сырник получился насыщенно сладким. Я добавила 150 грамм сахара. Если вы любите умеренно сладкие десерты, тогда добавляйте в творожную массу 100 грамм сахара. Десерт богатый по вкусу, поэтому львовский сырник популярный десерт. Я бы советовала его готовить именно с глазурью. Мне этот сырник напоминает творожные сырки в шоколаде и чизкейк одновременно. Также есть небольшая ассоциация с творожной запеканкой, но более улучшенной. Особенность этого рецепта именно в том, что у десерта сливочно-творожная консистенция, которая тает во рту. На мой взгляд, продукты сочетаются на 100%. Получается очень и очень вкусно. От всей души советую попробовать приготовить.
Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.